Первый на территории Латвии производитель фанеры, который должен был умереть после распада СССР и отказа финского гиганта заключить договор о стратегическом партнерстве. Однако выжил и к сегодняшнему дню превратился в крупную европейскую компанию с экспортом в 60 стран мира. Хотите узнать о нем больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые тубозрители! Меня зовут Андрей Деменков, и сегодня в рамках большого сериала об обрабатывающей промышленности стран Балтии предлагаю вам очередное видео из серии специальных мини-выпусков, посвященных самым крутым компаниям региона. Поскольку впереди большая часть основного обзора, в которой, помимо прочего, будет рассказ о лесообрабатывающей отрасли, мой новый герой – крупнейший в странах Балтии производитель фанеры – компания Latvijas Finieris. Свою официальную историю Latvijas Finieris отсчитывает с 1873 года, когда в Саркандаугаве открылось деревообрабатывающее предприятие под названием «Фабрика грифельных досок, карандашей и механической обработки F. Natara». В 1907 оно первым в Латвии начало производство фанеры. После нескольких смен владельцев в 1939 году было переименовано в Latvijas Berzs. Но уже в 1940 с приходом СССР было национализировано и переформатировано в советское. После Второй мировой войны предприятие стало частью крупной советской отрасли. Латвийская фанера использовалась в оборонке, авиастроении и машиностроении. В 1975 году Latvijas Berzs слили с двумя другими предприятиями отрасли в Латвийское объединение по производству фанеры. Завод в Риге работал на пределе возможностей, хотя технологически оставался в рамках советской нормы. Это во многом и определило его судьбу при смене эпох. С распадом СССР предприятие оказалось в тяжелой ситуации. Рынки сбыта разрушились, инфраструктура устарела, а конкуренция со стороны финских производителей выглядела подавляющей. При этом финский концерн УПМ в 1992 году отказался от предложения о создании совместного предприятия. Латвийцам пришлось выкарабкиваться из ямы самостоятельно. В том же 1992 году была основана компания Latvijas Finieris, которая взяла на себя управление предприятием. И в отличие от многих других советских промгигантов, оно сумело выжить, а позднее добиться процветания. В первые годы было трудно. Обновление техники шло медленно, сказывался отток квалифицированных кадров, поставки сырья и логистика требовали полной перестройки. Однако ставка на модернизацию и ориентацию на западные стандарты оказалась правильной. Уже к концу 90-х Latvijas Finieris стала активно экспортировать продукцию на рынок ЕС. Фанера латвийского производства отличалась не только прочностью, но и экологичностью. Здесь первыми в регионе начали внедрять клеи без формальдегида. Сегодня Latvijas Finieris – один из крупнейших производителей березовой фанеры в Европе. В компании работает около 2300 человек, в основном в Латвии. Главный центр производства расположен в Риге. Имеются заводы также в Кулдиге, Резекне, Саласгриве. Помимо родной Латвии, есть предприятия в Литве, Укмерге, Эстонии, Кохела и Финляндии, Састамала. Сырье поступает из устойчиво управляемых лесов, значительная часть от самой компании. В год Latvijas Finieris потребляет свыше 1 миллиона кубометров березовой древесины, которая и идет на производство высококачественной фанеры. Latvijas Finieris экспортирует продукцию более чем в 60 стран мира. Основной рынок – Европейский Союз, в первую очередь Германия, Скандинавия и страны Бенилюкса. Однако значительные поставки идут и в Великобританию, Турцию, Китай, Индию и страны Южной Америки. Березовая фанера компании используется в самых разных сферах: в строительстве, для опалубки, перекрытий, фасадных решений, в транспортном секторе, для прицепов, автобусов, грузовиков и железнодорожных вагонов, в спортивной индустрии, как материал для скейтбордов, сноубордов, хоккейных арен, в дизайне, для отделки интерьеров, включая объекты высокого класса, в инновационных разработках. На основе лигнина и клеев без формальдегида ведутся работы над созданием устойчивых биоматериалов. В последние годы компания инвестирует не только в расширение производственных мощностей. В Риге работает собственный научно-исследовательский центр, который занимается разработкой новых видов фанеры, улучшением экологических характеристик и цифровизацией производства. Развивается и биохимическое направление. Отходы перерабатываются в продукцию с добавленной стоимостью.
В 2023 году компания начала выпуск новой продукции для транспорта и судостроения. Latvijas Finieris – это пример того, как бывшее советское предприятие не только выжило, но и стало флагманом устойчивой промышленности в Европе. Без пафоса, без громких лозунгов. Просто системная работа, шаг за шагом. Надеюсь, вам было интересно, и вы почерпнули какие-то новые знания. Но Latvijas Finieris далеко не единственная фирма в странах Балтии, способная впечатлить своими выдающимися достижениями. Прежде чем вы увидите очередную большую серию основного выпуска об обрабатывающей промышленности стран Балтии, посвященную легкой и лесоперерабатывающей промышленности региона, а также производству стройматериалов, вас ждет еще одно спецвидео с развернутым обзором весьма интересного эстонского концерна Wolf Group, который совершил удивительный взлет от дочерней фирмы к центру международного объединения, которое стало одним из крупнейших в Европе производителей строительной химии. А на сегодня все. До новой встречи!